Добрый день, друзья, я Владимир Васильев, я снова раз вас приветствую на своем канале. И мы находимся сейчас в Калифорнии, в Сан-Диего, на аэропорту Монгомери Филд. Серия будет первая о полетах в Калифорнии, то есть это будет интересно. И будет серия о именно как взять самолет о совместном владении, как о шеринге самолета, обо всем. И вот сейчас мы находимся в самом большом клубе в мире, который занимается как бы совместное владение самолетом. В этом клубе порядка 1500 членов, и они владеют, наверное, порядка 40 или 50 самолетами, которые вот каждый из них может записаться, взять, полетать в свои возможности. Вот об этом расскажем. Каждый раз, когда на аэродром приезжаешь, с обратной стороны обязательно будет код. И все перед выходом с аэродрома сюда фотографируешь, чтобы потом вернуться назад самолетом. Ну типа вот эти все самолеты практически, это все самолеты клуба. Так, ну что, Покажем, так скажем. да, сейчас мы ходим, ищем наш самолет, да, который мы взяли полетать сегодня. Нашли мы свой самолет November 4182 Tango. Вот он там стоит. Знакомьтесь, Стас. Привет. Да, Стас живет в Сан-Диего, это чуть-чуть южнее Лос-Анджелеса, 2 часа езды на юг, почти тут же, получается, почти мексиканская граница. Сколько? Да, наверное, отсюда ехать минут 30 уже в Мексике. До Мексики. Ну и Стас, он как раз состоит в клубе, в самом большом реальном мире, клубе, который шерит владение самолетом. И он, во-первых, мы сейчас с ним туда, надеюсь, полетаем, мне там будет интересно слетать на Каталину. А самое главное, он поделится и расскажет опытом, как это владеть, одним из 1500 владельцев 40 самолетов. Ну на самом деле все достаточно просто, и как ты уже сказал, что мы уже забронировали самолет, он уже на наше имя, и мы уже сделали диспатч, то есть теперь как бы в системе видно, что мы взяли самолет, мы проверим самолет, что все нормально, заправим топливо и проверим масло. Чтобы заправить топливо, это достаточно просто. Все, что нам нужно сделать, это позвонить в FBO, которая здесь прямо напротив, и сказать, что нам нужно заправить этот самолет. Нам не нужно даже показывать никакие карточки, ничего, потому что все уже в системе. Они будут знать, какой самолет заправят, и отправят этот счет уже потом владельцу. То есть получается, что мы говорим здесь полный сервис, то есть мы не dry list, так называемый, а wet, то есть это полностью как бы с оплаченным топливом, совсем-совсем, да. Ну вот, давай, звони. Так. И посмотрим, через сколько они приедут. На самом деле достаточно быстро, но с утра иногда бывает много самолетов и много людей, которые хотят улететь. Посмотрим. Заправка заняла порядка 3 минут, там мы ждали машину, наверное, тоже минуты 3-4, так что сейчас мы что, в принципе, самолет заправлен, осмотрели, масло проверили, загружаемся, летим на Каталину. Заполнил форму, да, получается, сколько это тахометр, да, сколько у нас и сколько у нас хаб, с которого мы будем лететь. Это как бы ты распечатываешь для себя на самом деле. Я иногда, когда или нету времени, или нету принтера, можно это сделать, просто записать куда-нибудь на бумажку. Просто когда ты сдаешь обратно самолет и приезжаешь домой, тебе нужно эти часы вести. В онлайн-систему, да. Да, и после этого... А этот журнал он находится на борту, да, получается? Этот журнал, да, находится на борту, можно посмотреть, кто последний полетал. В наших летных книжках, вообще там, в наших странах очень часто везут часы минуты, а американцы они ведут десятые часы. Это на самом деле гораздо удобнее потом считать, поэтому можно ведь 1,8 часа. То есть на самом деле это не 1 час 80 минут или это удобнее потом суммировать и подсчитывать. Тоже с этим интересная ситуация, с этим закруткой масла, его надо закрывать очень многие. Я сильнее закручу его, знаешь, чтобы посильнее, чтобы, не дай бог, не открутило. А потом ты когда прилетаешь, движок нагревается, и тебе надо чуть ли не плоскогубцы брать, потому что все это так, как бы, закрутил, но не со всей силы, что как бы. Да, тут на самом деле у нас в клубе часто пишут, чтобы люди не закручивали, потому что следующий летит, например, и также потом не может. Так, единственное, смотри, какое правило, в Калифорнии нельзя заливать никуда, нужно обратно заливать в этот бак.
Здесь штраф очень дорогой, 5000 там, если... Если вылил Если кто-то поймает тебя, да. Я знаю, что вообще вот во Флориде у них ты как раз можешь выливать на бетон. Да. На асфальт выливай, ни в коем случае на траву. Ну то есть он тут он испаряется, но если ты на траву, там, конечно, страшно смотреть. Так как ты не член этого замечательного клуба еще пока, я буду с левой стороны и pilot in command. То есть обычно, когда я взлетаю или когда садимся, ну, у меня правило, что стрела cockpit, то есть никаких разговоров, только если, например, если что-то видите, что действительно может повлиять как бы полету, тогда да. А когда мы поднимемся и будем как бы на обычном круиз, тогда можно будет спокойно разговаривать, и достаточно будет интересно посмотреть на самом деле, потому что мы будем лететь по побережью, с одной стороны, с другой стороны океан, и потом мы завернем на Каталину. И еще, кстати, тоже из таких правил, когда летают, даже если, говорю, второй человек молчит и сидит, но существует правило, если один, кто осуществляет посадку, а второй молчит, если второй человек сказал go around, это не обговаривается, все, то есть, значит, потом взлетели, даже если он ошибся, можно дать ему будет подзатыльник потом позже, когда приземлимся, но не задается вопрос, почему, что, а как, то есть дана команда go around, это не важно, значит, пошли на второй круг. Да, и это интересный аэропорт, кстати, который мы увидим, он на верху горы находится, вот как бы такой carrier style landing, с обоих сторон будет обрыв, и как бы ты будешь, когда лететь в Перрон, там как бы у тебя будет гора, земля, потом океан, потом обратно гора, то есть он достаточно необычный, и там все-таки нужно достаточно быть внимательно. И особенно в таких планах аэропорта, если что-то выглядит не так, даже немного, то лучше все-таки сделать go around, прилететь второй раз и спокойно сесть, чем пытаться там его как-то посадить. Самое правильное исправление ошибки на посадке — это вход на второй круг. То есть совершенно спокойно, да, это вот такое распространение. Нет, я вот не сел с первого раза, и все будут делать, меня засмеют. На самом деле, наоборот, любой опытный пилот скажет: молодец, правильное действие. А доказывать кому, что ты чемпион и можешь это сесть, ну просто все скажут, что просто глупый человек, да и все. Ну, в следующий раз могут не дать самолет. С полоборота просто. Если у нас реальная emergency, я знаю, что у тебя больше опыта, но все-таки я тогда... Смотри, вопрос давай тоже по брифингу. Если ты знаешь местность, если с точки зрения у нас, грубо говоря, мы взлетаем, ты знаешь, куда отвернуть, поэтому это правильно, что ты капитан. Все. Если ты, грубо передашь, кто-то сказал my control, все, это не делать, ты капитан, в любом случае, я слушаю. Разве что, если нужно помочь на посадке, скажешь, все, но это your responsibility. И тогда, если ты можешь помочь с радио, сказать, что declare emergency и все такое, okay. Конечно. То есть, если что, я на себя беру тогда радио, что declare emergency. Слушай, все-таки 172 с большим двигателем, но уже 180-сильным, она повеселее, чем 160. Да. 3 человека и полная заправка, и она так легко. Да и не холодно сейчас. То есть, тут тоже такая особенность вот полетов на двигательном самолете всегда, что ты все время летишь, и ты так, опа, а вот сейчас бы, вот футбольное поле, знаешь, прикольно. О, да. Вот улочка, знаешь, такая прямая, как полоса. О, пляж. Помогаем рукой земле, мы уходим в открытый океан, так сказать. Посадка на воду, знаешь же, да, как? Да, что ты подходишь, выбираешь, садишься, параллельно волнам. Ага. То есть ты разворачиваешь самолет, желательно против ветра, желательно параллельно волнам. На самом деле, с точки посадки на воду, у нас худший вариант. Сейчас самолет, это хуже ничего не придумаешь. Да. Потому что, во-первых, что получается, что шасси неубираемое, то есть он первый зацепится и большая вероятность кувыркнуться. И следующее, он high wing, поэтому он может быстро погрузиться и лечь на крылья. Получается, что в этом плане низкопланы с убирающимся шасси лучше, потому что ты, во-первых, у тебя площадь крыла, ты можешь как блинчиком попрыгать.
Но это худший вариант. Но мы еще можем, если даже планировать обратно, мы еще на самом деле Не, возвращаемся. мы можем, мы сейчас еще можем возвращаться, но в том числе, что над водой, то есть разворачиваешься, посадка параллельно воды. Дальше вот в любом случае, вот если мы далеко от берега, и вот сейчас мы видим вон Корабли. корабль, Да, да. то есть надо, грубо говоря, там аварийную посадку сделать как можно ближе к любому судну, то есть поэтому при всем выборе, если ты не долетаешь, ну как бы есть сомнение, что ты не долетаешь до земли, в любом случае иди к судну. То есть где-то приводняйтесь возле судна. Перед самой уже водой приоткрыть дверь, то же самое, то есть ее открыть. Ну и такой вопрос на самом деле, он всегда спорный. При аварийной посадке на землю однозначно отстегиваться, ну не надо. А при приводнении такой вопрос спорный. Перевернешься, скорее всего. Да, то есть все-таки я, наверное, думаю, что надо просто рукой перед этим четко попробовать, где ремень, как ты быстро его отстегнешь, а потом после приводнения, но остаться пристегнутым, потому что все равно может произойти удары и переворот, и все что угодно. Вот здесь красиво, мне вот это нравится. Здесь можно записать Залив, будет. да. Ага. Интересного, да, мы прилетели на остров Каталина. Красивый, очень такой, немножко даже легендарный, можно сказать, аэропорт такой, из тех, которых, наверное, must have, то есть, ну, со своей жизнью прилететь. Очень, очень красивый заход, очень прикольно, и сама вот как бы структура. Единственное, наверное, это редчайший аэродром, который и здесь существует landing fee, то есть это оплата за взлет-посадку $35, это очень редкая в США вещь, но это стоит этого. И вот народ прилетает сюда, причем прилетает даже просто там как бы на отдохнуть. И тут в конце полосы есть, если вы член клуба, то есть $150 вы платите в год, у вас безлимитное право здесь прилетать и садиться сколько угодно, это уже бесплатно. И там в конце полосы есть кемпинг, вы можете прямо со своим самолетом зарулить, там разбить палатку и отдохнуть здесь на острове, прямо возле там, спя возле самолета. Ну или поехать в какую-то гостиницу, в отель отдохнуть. Отлично. Ну что, мы готовим самолет, летим дальше, точнее летим назад в Сан-Диего. То есть на сегодня немножко таких полетов уже может будет
достаточно. Завтра возьмем какой-нибудь другой самолет, полетаем тоже куда-то в интересные места. Так что давайте, готовимся, полетели. Okay, 60 knots, up you go. У нас клуб достаточно, как это называется, медленно достаточно такси, вот, потому что у нас много было маленьких акцидентов, когда задевали или какой-нибудь fuel трак или еще что-нибудь, и очень дорого выходило со страховкой. Ну, ground collision это же вообще самое распространенное, ну, вообще в авиации повреждения, именно на да? земле. Кажется, как всего по статистике, больше всего самолетов повреждается именно, ну как, вот так рулили, где-то в ангар зарулили, где-то другой самолет зацепили, и это надо быть очень-очень осторожным. И самолет можно поломать, и да и стоить это может быть, но очень дорого. Так, единственное, где мы ее взяли, в первом или во втором ряду. Мы ее брали... Друзья, ну мы сняли сегодня серию о полете на аэродром Каталина, остров в Калифорнии. Ну, надеюсь, это было интересно и, может быть, кому-то это будет полезно, когда кто-то придет в Калифорнию, там, возьмет свой самолет или арендует самолет, или с кем-то договорится и слетает, это будет, ну, реально слетать, это очень интересно. А так что, ну, летайте в таких замечательных самолетах, которые нуждают нас здесь, на этом аэродроме Монтгомери. Я Владимир Васильев, прощаюсь с вами, увидимся в следующих сериях.